Друзья, всем привет! Сегодня 11 февраля. Прохладно на улице. Сегодня решили свозить Беллу к ветеринару. Вот у нас есть видео, где маленькая Белочка первый день сосет Олечку. И причем не просто так, а со звуком. Она здесь поет, да. Давайте сейчас включим. Так, вот смотрите. И посмотрим реакцию Оливия там девчонок. спит. Ну, бельчонок прибежал. Ну, девчонок, как всегда. Так, О, и интересно. Олечку поднял. Это так уже неинтересно. Я просто уже до этого включала им. И они там спали, каждый в своем углу. И прибежали на звук. Думали, наверное, лялечки, да? Давай включит мама. Смотрите за реакцией Оливии. Она узнала. Смотри, за телефон заглядывает. Белка, смотри. Где, говорит? Ты сама себя узнала, что ли? Говорит, где они? Да? Так ты не узнаешь, вот на диване твое чудо сидит. Они думают, что это маленькие где-то лялечки. Видишь, она под телефон заглядывает. Вот так вот ты узнала ее, да? Узнала. Пусть говорит. Кто там? Где Ляля? Чмоки делала, да, ты так. Вот такая маленькая была и такая выросла, и маму свою гоняешь теперь. Ну, привет. В одном из комментариев был вопрос, а где же вторая собака, Влад? Вторая собака на месте, ее кормят, сторожа несколько раз в день им приносят еду. Там обитает в последнее время стая собак. Там штук 5, наверное. Ну и причем такого внушительного размера. Все-таки я задумываюсь о том, что бешенство неизлечимо. Поэтому не хожу сейчас туда. Вот про этих собак я говорил. Одна привязана, а 5 штук бегают рядом. Мы в машине, Белла у нас, как всегда, суетится и просит, чтобы гладили, и скулит. В общем, это ее нормальное состояние в машине. Ей не терпится куда-то бежать, а тут ее посадили и куда-то везут. А куда едем мы? А мы едем в ветклинику. Ну, не нравится нам, как бельчонок у нас носиком шмыгает. Мы капали каплями, но как бы особо ничего не помогает. Поэтому решили съездить в ветклинику, чтобы осмотрел врач, послушал заодно ее, потому что снег-то мы едим. Вот. И посмотрим, что нам скажет на это врач и какое лечение назначит. В общем, мы всегда какая-то сомнительная ситуация, когда мы, например, грубо говоря, применили какие-то из своего опыта, так скажем, средства лечения, и нам не помогло, мы едем в ветклинику. Все-таки врачи, они в этом плане разбираются. Мы с самолечением слишком уж не особо увлекаемся, поэтому и всем также советуем. Есть какой-то вопрос, лучше в ветклинику. Врач на то и врач, он на это учился. В данный момент ветеринарная операция, поэтому ждем. Что-то у вас там случилось с собакой, вы заподозрили что-то неладное, то Фиксируйте на телефон. Да, на видео, чтобы было что показать. Мы просто с таким уже сталкивались, когда у нас Оля периодически она глотала что-то, в горле першила, что-то было. Потом ходила, типа так, пыталась как-то отрыгнуть. И мы к врачу неоднократно ездили и эти УЗИ делали. А приезжаем, никаких вообще признаков да, в машине едет, кашляет. Как только к врачу заходим, все проходит.
В итоге рентген, все сделаем, ничего нету, домой садимся в машину ехать, опять то же самое начинается. Потом как-то само себе проходит, но суть в том, что объяснить врачу, что с ней происходит, порой очень сложно. Поэтому всегда лучше на видео зафиксировать. Сейчас у нас на телефонах у всех камеры. А вот такое видео мы сняли. Белла, что такое? Вот так она хрюкает. Вот так она хрюкает. Ну что, вот настало время как раз поговорить о том, что же поведала нам ветеринар. Ну что, ветеринар сказал, что сопли, в принципе, у нас как водичка, они никакие там не гнойные, не зеленые, и, скорее всего, это серозный ринит. Ну и под, так скажем, подозрением, вероятность может быть и аллергический, поэтому выписали нам препараты противоаллергенные, и получается ликопит — это для поднятия иммунной, так скажем, системы, да. Вот. Ну что еще мы в носик нам мироместин, капельки покапать. Ну и в принципе как бы никаких таких прям серьезных назначений нам не сделали, сказали вот, грубо говоря, 10 дней лечимся. Если вдруг ничего не будет проходить, то снова в ветклинику, и уже тогда мы кровь сдадим, и, возможно, сделаем рентген грудной клетки. Но если все будет у нас успешно проходить, что, скорее всего, да, Белочка? Вот, тогда, в принципе, приезжать можно уже второй раз и не приезжать. Ну, вот главное, чтобы все у нас прошло. В общем, так сказала, в целом собака здорова, прекрасно выглядит, все хорошо, и живот, и все она пощупала, послушала, все хорошо. Особых каких-то прям сейчас показаний, даже в принципе к сдаче крови нету. Вот. Назначила лечение, говорит, возможно, это какая-то аллергическая у нее, вот это вот, то, что у нее сопли как вода, просто из носика, и чаще всего вот у нее с правой ноздри. Если она, например, долго стоит в одном положении и с носика не слизывает языком, то видно, как вот у нее немножечко стекает водичка. По поводу прогулок есть какие-то рекомендации? Да, сказали, что пока на 10 дней лечения воздержаться от прогулок. Ну, наверное, чтобы не охлаждалось, тот же снег не хватало. Как бы по поводу снега спросила, он сказал, что в принципе для собак это нормально, есть снег, они к этому всему адаптированы, и это для них не страшно. Но бывает, что или аллергическая реакция бывает на снег, как, ну, со снегом какую-нибудь фигню там. Ну и вообще, конечно, и вирус можно какой-то подхватить, когда едят снег. Поэтому бывает такое, хотя в целом это не страшно. Ну, в общем, ничего криминального нет. Просто немного подлечиться, воздержаться от прогулок. Но у нас тут обещают морозы, вроде бы сильные, МЧС всякие предупреждения присылают. У Олечки у нас тоже есть как бы такая небольшая заложенность носика иногда на это. Поэтому, в принципе, там препараты аллергии, иммунитет, я думаю, что ничего страшного, и мы Олечку будем тоже этими же самыми препаратами поить. Еще у нас кожица подсыхает. Ну, видать, дома очень сухо, хотя мы, в принципе, включаем увлажнитель. Но сохнет кожица у нее, я как бы замечаю, пузико гладь, что сухая немножко поверхность кожи. Так сильно как бы не видно, но когда вот пошелушишь так вот рукой, видно, что шерсть у нее такая немножко пересушенная. Поэтому сейчас будем масочку какую-нибудь или шампуньку увлажняющую. Ну, еще сказали, как бы омега-3 и 6, чтобы мы посмотрели, есть ли в нашем составе в корм. У нас есть и омега-6, и омега-3, поэтому, в принципе, никаких дополнительных витамин не надо. А если бы в корме не было бы омега-3, то пришлось бы докупить. Да, то пришлось бы витаминки докупить. Но у нас в корме это есть, поэтому мы сейчас какую-нибудь масочку, наверное, посмотрим. У меня еще, лично у меня вопрос, и, наверное, у некоторых. Сколько стоит прием врача? Прием врача у нас 600 рублей стоит. Так как мы никакие анализы не сдавали, у нас просто осмотр, назначение врача, 600 рублей мы заплатили. Да? Ну вот, отчитались вам.
о сегодняшнем дне. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, нам будет очень приятно. Делитесь этим видео у себя в соцсетях. Это лучшая поддержка каналу. А на сегодня у нас все. Всем пока и до новых встреч!